Сегодня вас ждет невероятный ролик, который объединит сердце поклонников сразу двух великих корейских групп BTS и Stray Kids. Это не соревнование и не спор. Это честный, подробный и уважительный взгляд на путь, успех и силу двух легенд корейской сцены. Этот ролик – способ еще раз вспомнить, за что мы любим этих айдолов. За труд, за эмоции, за силу воли, за музыку, за стиль, за то, что они вдохновляют нас каждый день. Давайте же сравним не для того, чтобы выбрать одного, а чтобы еще раз восхититься обоими. История группы BTS началась задолго до дня их дебюта. Агентство Big Hit Entertainment, которое в то время было малоизвестным, решило создать новую хип-хоп-группу. Подбор участников начался в 2000-х годах, и уже в 2011-м некоторые будущие участники начали тренировки. Джин, Шуга, Чингук, Чимин, Ви, Джей-Хоуп и лидер Намджун – именно эти 7 человек спустя годы стали самой влиятельной кей-поп-группой в мире. 13 июня 2013 года BTS дебютировали с песней No More Dream. Этот трек сразу же выделил их среди других, ведь он поднимал социальные проблемы и говорил от лица молодежи, а не только о любви. Однако в первые годы группа сталкивалась с пренебрежением, скромными сценами и даже насмешками. Но несмотря ни на что, BTS продолжали работать, вкладывая душу в каждую песню и выступление. Совсем иначе начался путь группы Stray Kids. Эта команда была сформирована компанией JYP Entertainment, одной из крупнейших в индустрии. В отличие от BTS, их история началась с реалити-шоу, вышедшего в 2017 году, где участники прошли через испытания, чтобы попасть в финальный состав. Уже тогда было ясно, это будет группа, где каждый айдол – творец. 18 марта 2018 года Stray Kids официально дебютировали с альбомом I Am Not, показав дерзкий стиль, мощный рэп и философские тексты о самоидентичности. С самого начала они заявили о себе как о группе, которая не боится экспериментировать и говорить о настоящих чувствах. Таким образом, BTS шли к сцене медленно, но через страдания и самоотдачу, тогда как Stray Kids ворвались в индустрию молниеносно, доказав, что даже в современном кей-попе можно быть искренним и оригинальным. Обе группы – дети своей эпохи. BTS стали символом надежды для поколения 2000-х. Stray Kids – голосом нового поколения, которое ищет себя в хаотичном мире. Путь BTS к мировой славе был вымощен альбомами, каждый из которых открывал новые горизонты. В 2015 году вышел альбом Who Meant You Self, с которого началась трилогия о юности, боли и саморазвитии. Он сразу привлек внимание критиков. Год спустя вышел Wings, где каждая песня попала в чарты впервые в истории кей-попа. А в 2018-м альбом Love Yourself TR стал первой работой группы, покорившей чарт Billboard 200. Кульминацией стал Map of the Soul 7 в 2020 году откровенный и зрелый альбом, ставший мировым триумфом и закрепивший BTS как глобальных суперзвезд. Stray Kids начали с дерзкого мини-альбома I Am Not в 2018, а затем трилогия I Am Who, I Am Who, I Am You вывела их в лидеры нового поколения. Их песни – это вызов обществу и откровенный разговор с самим собой. В 2021 году вышел Nice, ставший прорывом. А год спустя Maxident впервые занял первое место в чарте Billboard 200, подтвердив их мировой успех. В отличие от многих групп, Stray Kids сами создают музыку, вкладывая душу в каждый трек. Их звучание – это честность и энергия. Обе группы выпустили альбомы, ставшие культурными символами. BTS о любви к себе. Stray Kids о борьбе с собой. Разные, но оба по-настоящему сильные. Один из главных секретов успеха BTS и Stray Kids – это сами участники. Их харизма, труд, искренность и уникальные образы сделали их кумирами миллионов. Каждый из них – это не просто айдол, а целая история. Начнем с BTS. 7 участников, 7 разных миров, объединенных общей целью. Лидер Намджун не просто рэпер, а философ, поэт и человек, вдохновляющий на саморазвитие. Его интеллект и спокойствие стали основой группы. Суга – гений продюсирования, автор множества хитов. В нем сочетается внутренняя тишина и мощная творческая энергия.
Джей Хоуп солнечный, харизматичный, мастер танца и сценического выступления. Его энергия заряжает миллионы. Джин – старший участник, чье чувство юмора и доброта стали мемами и источником вдохновения. Он символ заботы и стабильности в группе. Чимин нежный и эмоциональный, с танцем, от которого замирает сердце. Ви таинственный и артистичный, с уникальным тембром голоса и сильным визуальным образом. Его обаяние вне границ. И, наконец, Чингук Золотой Макне. Он хорош во всем – вокал, танцы, спорт, съемки, стиль. Его рост – это отражение пути всей группы. Теперь обратим взгляд на Stray Kids. 8 участников и каждый словно элемент, без которого не будет огня. Банг Чан – лидер с австралийскими корнями. Его мудрость, дисциплина и душевная поддержка сделали его настоящим отцом группы. Хёнджин – визуальный центр группы, известный своими мощными танцами и харизмой. Его сценическое присутствие сравнивают с театром. Чанбин – мощный рэпер с уникальным голосом и стилем, один из главных авторов текстов. Хан – гений продакшна со своим безумным, но гениальным подходом к музыке. Его энергия на сцене заражает. Линоу холодный снаружи, но страстный в танце. Его стиль – это точность и грация. Феликс узнаваемый по глубокому голосу, который контрастирует с его мягким образом. Его спокойствие и доброта обожают миллионы. Сынмин – вокальный бриллиант с чистым и ярким голосом. Ай-Эн – самый младший, но с большой сценической уверенностью. Каждый участник обеих групп по-своему влияет на популярность коллектива. Их характеры, личные истории, жизненные вызовы и успехи делают их близкими для фанатов. Они не играют роли, они живут настоящей жизнью на сцене и за кулисами. Именно поэтому поклонники чувствуют с ними связь. Это не просто айдолы, это личности, которых невозможно забыть. Финансовый успех группы BTS – это история, которая изменила не только музыкальную индустрию, но и экономику всей Южной Кореи. 7 участников, начавшие с маленькой компании, стали миллиардной силой, у которой не только миллионы фанатов, но и миллионы на счету. По состоянию на 2025 год общий капитал BTS оценивается примерно в $600 миллионов. Каждый участник зарабатывает от 20 до 50 миллионов долларов в зависимости от контрактов, сольных проектов и участия в бизнесе. Источники дохода разнообразны. Масштабные мировые туры, где один концерт приносит несколько продажи альбомов, которые разлетаются миллионными тиражами, реклама брендов, включая мировых гигантов, таких как Samsung и Louis Vuitton, а также участие в компании Hype, где участники владеют акциями. Благодаря всему этому BTS превратились в финансовых гигантов, а их ежегодный вклад в экономику страны превышает $4 миллиарда. Stray Kids тоже добились большого успеха, но путь у них был другим. На 2024 год общее состояние группы оценивается в пределах $17 миллионов. Каждый участник зарабатывает от 1,5 до 5 миллионов, и эти цифры стремительно растут с каждым годом. Группа активно выступает за границей, заключает контракты с крупными модными брендами, такими как Tommy Hilfiger, Versace и Louis Vuitton. Важная особенность Stray Kids – почти вся музыка создается самими участниками. Это означает, что они получают авторские гонорары как композиторы и продюсеры. Особенно выделяются Банг Чан, Хан Ни Чанбин, которые стоят за большинством хитов группы. На сегодняшний день бренд Stray Kids оценивается в пределах $100–150 миллионов. Группа уверенно наращивает темп и расширяет свое влияние как на корейском, так и на западном рынках. Таким образом, BTS остаются лидерами в финансовом плане, но Stray Kids показывают стремительный рост, сочетая музыкальный талант и бизнес-подход. В обоих случаях мы видим результат огромного труда, стратегического мышления и настоящей преданности своему делу. BTS – это не просто корейская группа. Это международное явление, которое изменило восприятие кей-попа во всем мире. Их путь начался с маленьких сцен в Корее, но уже в 2018 году они стали первыми корейскими артистами, выступившими на сцене американской премии Billboard Music Awards. После этого BTS начали покорять США, Европу, Южную Америку и даже Ближний Восток. Они появлялись на главных телешоу Америки,
таких как Джимми Фэллон, Эллен Дидженерес, давали интервью CNN и BBC, а также выступали на стадионах, собирая по 50-60 тысяч зрителей. Их фанаты – армия поклонников под названием ARMY, разбросаны по всему миру, от Индии до Канады, от Египта до Аргентины. В 2021 году BTS попали в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time, а в Корее они стали официальными культурными послами страны. Их влияние выходит за рамки музыки, они участвовали в сессии ООН, где говорили о важности любви к себе и защите молодежи. Группа Stray Kids пришла в мир чуть позже, но они быстро завоевали сердце международной аудитории. Их уникальный стиль, мощная энергия и искренние тексты привлекли фанатов из разных стран. Уже в 2022 году они впервые заняли первое место в американском чарте Billboard 200, что подтвердило их мировое признание. Группа провела успешные туры по Северной и Южной Америке, Европе и Азии. Их концерты проходят на аренах с десятками тысяч зрителей, а продажи альбомов бьют рекорды. Особенно сильное влияние Stray Kids имеют в Японии, США, Бразилии, Индонезии и на Филиппинах. Их фан-база, называемая Stay, известна своей преданностью. Участники группы сами общаются с поклонниками, часто выходят в прямые эфиры, делятся процессом создания песен и эмоциями. Это создает особую связь с аудиторией и укрепляет международную популярность. Таким образом, BTS стали первыми, кто вывел кей-поп на мировой уровень. А Stray Kids доказали, что новое поколение артистов может не просто идти по следу, а прокладывать свой путь с новой энергией. Обе группы по-своему уникальны. Одна икона, другая сила, которая набирает скорость. А вместе они гордость всей Кореи. Даже самые великие артисты сталкиваются с проблемами. И BTS, и Stray Kids прошли через испытания, которые могли сломать, но наоборот только закалили их. BTS начинали в то время, когда их не воспринимали всерьез. В первые годы они сталкивались с насмешками, недостатком финансирования и скромными сценами. Их обвиняли в том, что они якобы не соответствуют стандартам кей-попа, а агентство Big Hit считалось слишком маленьким, чтобы конкурировать с гигантами. Позже, когда BTS стали популярными, на них обрушился поток критики за успех, за внешний вид, за тексты песен. Им приходилось терпеть кибербуллинг, фейковые слухи и давление от антик-фандомов. Особенно болезненным стал 2020 год, когда группа столкнулась с международной критикой после речи на тему Корейской войны, вызвавшей споры в Китае. Однако они извинились и сохранили достоинство. Другим вызовом стало давление популярности. Постоянные выступления, перелеты, интервью – все это сказывалось на психическом здоровье. Участники не раз признавались, что боролись с депрессией и выгоранием. Но именно эта открытость сделала их ближе к поклонникам. Stray Kids тоже не избежали трудностей. В 2019 году группу покинул участник Уджин. Его уход сопровождался слухами, спорами и критикой. Причина официально не раскрыта до сих пор, что оставило много вопросов среди фанатов. Однако группа смогла сохранить сплоченность и продолжить путь восьмеркой, доказав, что даже после потерь можно расти. Кроме того, Stray Kids часто подвергались критике за дерзкий стиль, нетипичные тексты и грубое звучание. Некоторые обвиняли их в том, что они слишком шумные для кей-попа. Но именно это сделало их уникальными, они не стали подстраиваться, а продолжили делать то, что чувствовали. Были и другие вызовы – плотный график, усталость, проблемы со здоровьем у некоторых участников. Но группа всегда оставалась честной с фанатами, открыто рассказывая о трудных моментах и необходимости паузы. И BTS, и Stray Kids доказали, настоящая сила не в отсутствии проблем, а в умении пройти сквозь них. Их честность, труд и стойкость – вот то, за что их любят не меньше, чем за музыку. BTS – это не просто музыканты, а настоящие культурные дипломаты. Один из самых удивительных фактов – их выступление в ООН. В 2018 и снова в 2021 они выступили с речью о важности любви к себе и о правах молодежи. Лидер группы Намджун говорил уверенно, искренне, и это вызвало восторг по всему миру. Кроме того, BTS стали первыми кей-поп-артистами, которые получили государственные награды от президента Южной Кореи Орден за заслуги в культуре. Их вклад признан на официальном уровне. Мало кто знает,
но участники BTS активно участвуют в благотворительности. Например, они пожертвовали $1 миллион в фонд Black Lives Matter, при этом об этом стало известно только после того, как поклонники обнаружили транзакцию и сами собрали еще больше. Также интересный факт: у Ви есть коллекция фотографий, сделанных им лично. Он настолько увлечен искусством фотографии, что даже выступал под псевдонимом Вент. А Чингук не только певец и танцор, но и талантливый режиссер. Некоторые видеоролики группы, включая Golden Closet Film, сняты им лично. Что касается Stray Kids, то у них тоже есть множество удивительных историй. Например, лидер Банг Чан тренировался в агентстве более 7 лет до дебюта. Он переехал из Австралии в Корею совсем юным, не зная языка, и постепенно стал одним из самых уважаемых лидеров кей-попа. Чанбин и Хан, два главных рэпера группы, пишут и продюсируют практически все песни Stray Kids. В треках они часто затрагивают сложные темы от тревожности до давления общества, что делает их музыку глубоко личной. Феликс – еще один уникальный участник. Его голос называют одним из самых узнаваемых в кей-попе. Но мало кто знает, что в школьные годы он страдал от заниженной самооценки и комплексов. Сегодня он вдохновляет миллионы на принятие себя. Интересно и то, что Stray Kids записали свою музыку на разных языках, включая японский, английский и даже испанский. Это позволило им завоевать сердце фанатов во многих странах, не ограничиваясь Кореей и США. Кроме того, у группы особые отношения с фанатами. Они часто проводят бабл-чаты, где лично отвечают поклонникам, а также делятся закулисными моментами своей жизни, создавая ощущение настоящей дружбы. Сегодня мы вместе прошли путь от первых шагов до мировой славы двух невероятных групп BTS и Stray Kids. Мы увидели, как они преодолевали трудности, создавали музыку, вдохновляли миллионы и шли к вершине, каждый своим уникальным путем. BTS стали первыми, кто разрушил барьеры и вывел кей-поп за границы Азии. Они стали символом силы, самоценности и глобального единства. Их музыка – это манифест любви к себе, честности и надежды. Их имена навсегда вписаны в историю мировой культуры. Stray Kids пришли с новой волной. Они не пошли по протаренной дорожке, а выстроили собственный путь. Их дерзость, искренность и глубокая музыка открыли двери следующему поколению артистов. Они доказали, что можно быть настоящими даже под ярким светом сцены. Сравнение этих групп – это не вопрос, кто лучше. Это напоминание о том, насколько многогранна и мощна корейская музыка. И BTS, и Stray Kids вдохновляют, объединяют, заставляют чувствовать. Они разные, но в одном похоже: они живут своим делом и отдают себя без остатка. Сегодня мы не выбираем победителя, потому что оба коллектива уже победили. Победили сомнения, стереотипы и границы. И каждый из них продолжает писать свою историю для нас, для фанатов, для всего мира. Спасибо, что были с нами до конца. Если вы фанат BTS, вы часть легенды. Если вы Stay, вы часть восходящей силы. А если вы просто слушаете музыку сердцем, вы уже на правильной стороне.